Блин, я не смогу заниматься сексом. Хотелось там плакать, рыдать и слезы течь, потому что жалко себя было. Помогать надо, да, жалеть надо. Ты чем? Почему вы себя губите, почему вы себя целенаправленно, там, не знаю, калечите и так далее, и так далее. Из любой практически ситуации можно найти выход, если не сидеть на попе ровно. Когда ты вроде бы скованный и ограниченный вот этим вот креслом, да, ты вдруг можешь выполнять какие-то трюки на воде, взлетать над водой на трамплине. Это непередаваемое ощущение свободы, конечно. Благодаря вот этим ощущениям люди могут понять, что они могут двигаться дальше, проявить в бизнесе, в творчестве, там, в работе, в чем угодно. Это некий толчок к тому, чтобы люди начали действовать. Просто надо действовать. Мы с тобой программу снимаем целую вечность. Начали еще в прошлой жизни, в марте, до карантина. И у нас с тобой будут и пуховики в кадре, и пляж, и покатушки. Как карантин пережил? Прекрасно. Да, нормально, хорошо пережил. Как в поговорке тогда, что если тебе в одиночестве плохо с самим собой, значит, да, подумай, что ты, наверное, в плохой компании. А тем более я как бы не один, мы с девушкой, спокойно, хорошо. Но было чем заняться, и не было какого-то уныния. Может быть, потому что был опыт, когда вынужден был долго. Да, А сколько у тебя получился твой первый опыт самоизоляции? Это 4 года, грубо говоря. Это не самоизоляция. Это изоляция. Когда самоизоляция, это ты когда самостоятельно, добровольно это делаешь. Когда у тебя вынуждена, потому что у тебя лестница, ты живешь на 4-м этаже, и ты не можешь спокойно, самостоятельно спуститься. День скажут. Может пострадать, а? Скажет, Ну что, тренировки сейчас по баскетболу закрыты из-за этого несчастного, всем известного вируса? Или счастливого, кто знает. Все к лучшему. Слушай, ты и по этому поводу Конечно. будешь говорить, что все к лучшему? Да, нет, ситуация есть, она сложилась. Я на нее повлиять не могу. Ну, я могу из этого извлечь какую-то пользу. Не знаю, девушке. Больше времени смогу уделить, например, где-то отдохнуть, естественно. Это получается вынужденный отдых, но он тоже необходим, потому что, тренировки достаточно интенсивные. Еще просто читать, смотреть всякую ерунду, меньше не смотреть телевизор. Каким бы ты там стрессоустойчивым не был, если тебя со всех сторон у тебя капает, каждый об этом говорит, конечно, любой самый адекватный и нормальный человек тоже начнет задумываться. Не то, что не хочу ничего знать, буду... Нет. Есть здравый смысл, опять-таки. Повторюсь, да, и мойте руки, не находитесь в общественных местах, да, где действительно можно заразиться. Или что, надо впасть в уныние и сидеть говорить, что мы все умрем, когда-нибудь умрем. Нет, все мы умрем, то есть, безусловно.
часто в интервью говоришь, что первое время, когда пересел в коляску, замечал, что как люди не ценят жизнь и сами придумывают себе какие-то ограничения, хотя, возможностей моря. Вот можешь конкретный пример привести? Что заставило так думать? Я объясню, достаточно длительное время я был абсолютно полностью неподвижен. На бок, чтобы меня перевернуться, это 2 человек нужно было, потому что я не мог не то, что там встать или еще что-то, я имею в виду даже на кровати сесть. И ты понимаешь, что люди, имея полностью здоровое тело, и полностью кучу возможностей, им пользоваться, получать все блага мира, да, на самом деле, они это не ценят. Вот это вот меня очень поражало. Ты понимал, что и ты таким же был. Вот до этого ты не понимал, не осознавал своего счастья, про элементарные вещи, которые кажутся нам, вам, людям без какой-то там травмы, да. Я ее не могу сделать. А как вот еще позавчера я мог ее сделать. Это очень остро было в плане, как люди убивают себя какими-то нелепыми поступками. Почему вы себя губите, почему вы себя целенаправленно, калечите и так далее, и так далее. А по ограничениям? И я себя ограничиваю в голове, но я пытаюсь с этим бороться. Вот это вот нет слова «не могу», да, оно не должно существовать. А почему? В чем причина? Страхи, это страх, конечно. Лень, комфорт? Страх, лень и какое-то самооправдание своей лени. Очень многие пытаются оправдать свою лень, именно лень, какими-то «я не могу, вот у тебя-то проще, у тебя-то вон такая травма, у меня намного сложнее, у меня то-то, у меня то-то, у меня то-то». И это прямо такая большая проблема среди людей с инвалидностью, потому что, например, родственники не могут ничего им сказать. А я могу такое сказать человеку, что ты не можешь, сфига ли? Потому что ты сам к себе требователен. Я предлагаю людям, пойдемте на вейкборд. Пойдемте, вот с баскетбола пойдем на вейкборд. Это круто, это классно, тебе понравится. Не обязательно этим заниматься, но хотя разок ты попробуй должен, потому что это офигенные эмоции. Это, ни с чем не сравнимые. Я не могу, вот у меня же спина слабая, и все. Я говорю, слушай, что ты мне рассказываешь? Я говорю, я не верю тебе. Это все отговорки. На баскетболе это очень сильно хорошо проявляется вообще, в принципе, такие люди. Кто-то рвет зубами и мечет, и это видно просто. Даже если он не может действительно, но он пытается, вот он всячески стремится, вот уперся и делает. А есть, которые себя жалеют. А что тебе помогло свою лень, свои страхи перебороть? В чем твоя мотивация? Мне доктор очень правильные слова в свое время сказал, в начале еще в самом. Я не могу сказать, будешь ты ходить, не будешь ты ходить. Я не знаю. Я честно не знаю. Но я могу сказать тебе одно. Если ты не будешь заниматься, если не будешь тренироваться, не будешь реабилитироваться, то ты точно не будешь ходить. 100%. Я для себя, я изначально еще сказал, что, чувак, ты попал в эту ситуацию, машины времени нет, назад не отмотаешь, и давай, давай сейчас выкарабкиваться. Все, я с собой договорился. Я даже помню, как это примерно происходило, я лежал, в потолок смотрел, хотелось плакать, рыдать, и слезы текли, что жалко себя было. Ты вот вчера был крутым, классным мужиком, у которого все было открыто и дорога вперед. А сейчас ты просто лежишь и моргать только можешь. Договорился с тобой так вот. И также в плане, когда не хочется идти на тренировку, к примеру, да, и ты такой, можно же себе дать отдохнуть и так далее. Потом думаешь, объективные причины есть не идти на тренировку. Ты болеешь, у тебя температура, у тебя еще что-то, ты не можешь выйти из дома, объективно какая-то причина есть. Ты такой, нет. Значит, вопрос пошел. решен. Ты не куришь, бросил, и вообще не принимаешь алкоголь. Да, вообще... Курение, да. Понятно, алкоголь-то чего? Да, не хочу, исключительно не хочу. Мне не нравится это состояние, перестало нравиться абсолютно. Вот это состояние измененного сознания какого-то чем-то. И все, никаких больше причин нету. А что поводом стало? Нет повода, и курить я бросил в свое время просто абсолютно без повода, просто сказал, все, больше не хочу. У меня в жизни вообще все происходит.
Я либо хочу, либо не хочу. Вот я не хочу этим заниматься, я этим не занимаюсь. Вот не хочу курить. И это было легко, я очень легко бросил курить. Прям выкурил последнюю сигарету, смял пачку, выбросил. И больше не курил ни одной сигареты за все время. То есть те, кто мучаются, не могут бросить курить, не хотят просто? Да, просто не хотят. Для них какие-то положительные стороны более важны, чем негативные. Но каждый человек волен выбирать, чем ему заниматься, как заниматься, курить, не курить, выпивать, не выпивать. Его дело. Я говорю, все в пределах Уголовного кодекса. Свобода действий, она, конечно, важна очень. Везде. И в отношениях, я имею в виду в дружбе, и между мужчиной и женщиной, и вообще в партнерских каких-то. Нельзя ограничивать. Я так понимаю, что травма никак не повлияла на твою личную жизнь, или ты просто не до конца откровенен в интервью? Нет, если ты в плане секса спрашиваешь, то все отлично, все. Это был следующий вопрос. Я тебе могу сказать, что... Я имела в виду, то есть сложности в знакомстве. Нет, со знакомством вообще абсолютно никаких проблем никогда не было. И даже в самом начале пути, скажем так, моего на коляске. Ну, вот все мои знакомства, последние, вообще все последние, не знаю, 3 или 4 знакомства, они произошли в Инстаграм. Ну и раз ты сам поднял тему секса, давай об этом и поговорим. Давай. Ну и повод ты дал вот к вашему разговору с друзьями, которые вы на YouTube Мужскому выложили. разговору. Он такой, да, мужской разговорчик получился. Есть ограничения в сексе в плане, да, каких-то поз, конечно, потому что, физиологически ты не можешь стоять, там не можешь. Есть особенности. Да, но это все фигня, полная. Есть море. Главное, богатая фантазия. Да, да. Почему ты решил поднять эту тему? Почему это важно? Когда я разбился, эта мысль наравне с тем, что я не могу ходить, для меня был просто кошмар вот в голове. У меня постоянно висела эта мысль, что, я не смогу заниматься сексом. Потому что на тот момент, когда я получил травму, у меня прям была половина туловища, у меня было парализовано настолько, что я не чувствовал вообще ничего. Можно было отпилить, и я бы не почувствовал. То есть, у меня было прямо настолько. И я такой, как? И вот эта радость секса, радость вот этого всего, мне это все очень нравилось всегда, и я получал действительно большое удовольствие от этого. И ты понимаешь, что ты этого лишился. Знаешь, есть такое заболевание, когда люди перестают ощущать вкус еды. Есть прямо такое заболевание. Я не слышала. Никогда не слышала. И это психологическое заболевание такое То есть все в голове? Да. Это все в голове. Люди перестают вообще ощущать вкус еды полностью. Мы просто, опять-таки, не осознаем, насколько это важная часть нашего получать удовольствие, выработка серотонина и так далее, что люди при этом заболевании, большой процент кончают жизнь самоубийством. И вот эта радость секса, вот это удовольствие, все, что с этим связано вообще, вокруг этого всего аура, да, то есть это не конкретно процесс сам, соитие, да, какой-то, это все, что вокруг этого, флирт и так далее, прелюдии. Ты понимаешь, что ты этого всего лишен, и, для меня это было большой проблемой. Но постепенно, когда стало по чуть-чуть отпускать, когда стало больше информации, когда ты сам больше как-то стал во все это вникать, ничего страшного нет. Все возможно, и вообще никаких проблем, по большому счету, с этим нет. Все, опять-таки, у нас в голове. Все в голове в плане от удовольствия до Подожди, пределов если я некорректный вопрос задаю, ты мне останавливай. Хорошо, я тебе просто отвечать не буду. Да. Что такое? Но чувствительность не вернулась. Вернулась чувствительность. У меня в этом плане, скажем так, все прямо очень хорошо. Не идеально. Сейчас объясню, просто чтобы было понятно. Немножко по-другому стало. Не хуже, где-то даже лучше. В плане ощущений, в плане восприятия. Опять-таки помогло очень то, что все-таки понимание, что это все удовольствие у нас в голове. Где-то переключилась чуть-чуть чувствительность, где-то
по-другому, она видоизменилась чуть-чуть. Но это не хуже, это еще и в некоторых моментах еще и ярче, чем было раньше. Это тут очень важен партнер, который с тобой. Что ты имеешь в виду? Девушка, которая с тобой рядом. Какой она должна быть? Даже там неважно, это там человек с травмой или без травмы, партнер важен. От партнера зависит, как ты раскрываешься сам, безусловно. Позволяет тебе партнер это сделать или нет? Потому что кто-то позволяет тебе раскрываться, кто-то нет. Кто-то сам раскрывается перед тобой, кто-то нет. Я считаю, что вот твоя открытость, чем открытие, и честнее ты и позволяешь рассказывать, говорить, обсуждать какие-то вещи, тем партнер больше открывается тебе. Такой некий совет для людей, которые попали в ситуацию такую, у которых есть с этим проблемы и которые не знают, как ее решить. Во-первых, всегда, я считаю, что никогда не стыдно о таких вещах спрашивать и советоваться и с людьми, которые попали в такую же ситуацию, но имеют какой-то опыт уже. Спасибо тебе, что ты так открыто обсуждаешь эти темы. Да, мне кажется, опять-таки это о том, что не вижу ничего зазорного в этом говорить. Это же жизнь, которая, как говорится, промолчишь, как в маршрутке, да, промолчишь, проедешь дальше. Вот. Поэтому можно молчать и ехать дальше мимо своей остановки. Можно спросить и благополучно выйти, наслаждаться жизнью. Это же, по-моему, ясно. Ты очень сильно вправо, когда оттуда едешь, влево, сильно влево уходишь от троса. Не уходи. Ты в разговоре с друзьями сказал, что как меня бесит вот это, о, я вами восхищаюсь. Ну да, это восхищение на пустом месте, оно, конечно, немножко раздражает. Я его просто не очень понимаю. Да, ты пришел... Человек вышел, не знаю, на улицу, и все тобой восхищаются. Да вот, буквально я на днях подъезжаю после тренировки к дому, и подъезжает тут же машина какая-то, такая дорогая, красивая. Тут же рядом паркуется. Я тут открываю дверь, достаю эту коляску, колеса приделываю, что-то раз сажусь. Я даже у меня самые мысли, я уже там домой, что-то мне надо делать. Я там раз и еду до подъезда, до парадной. И эти люди идут за мной, мы заходим в один лифт. Они там едут на 16-й этаж, я на 9-й. И он такой, блин, ты едешь на машине. Блин, ты такой крутой, ты вообще прям... Ты же еще на машине едешь. И я такой думаю, ну, блин, я еще и крестиком ушел. Ты же понимаешь, почему? Ничего не понимаю, честно не понимаю. Я понимаю, почему. Нет, не понимаю. Потому что люди примеряют эту ситуацию на себя и думают, понятно, я бы понятно, в такой нет, ситуации понятно, что продолжил изначально. бы активную жизнь. Да, я понимаю, что люди примеряют. Ой, он не то, что еще живет дальше, там не вздернулся, а еще и на машине ездит. Но у тебя в документах, у тебя первая группа инвалидности и степень Третья. инвалидности третья. То есть у тебя, грубо говоря, по документам написано, что ты работать не можешь. В ИПР у меня написано, что не то, что не трудоспособен, то есть это, понятно, не способен к какой-либо деятельности, что-то типа того. Ну, в общем, я такой... А ты несколько видов спорта, причем профессиональный спорт, работаешь. Работаю. В чем проблема? Нас система сразу нам дает какую-то установку.
А в плане того, что мы ничего не Приучает. можем? Да. Так, нет, мне кажется, это просто бумажка, которая... Я не пользовался вообще, ну, до последнего момента вообще ИПР ничем не пользовался, никакими благами, ни коляски не получал, вообще ничего не получал. Почему? Ну, что-то не нужно мне было. Никаким образом я с государством, кроме как вот пенсию получать, не взаимодействовал. Вообще никаким образом. У меня ИПР лежала, я даже не знал, где она. Я когда по торговому центру гуляю, я всегда смотрю на реакцию людей. Особенно, когда ты идешь с девушкой, у людей прям определенная реакция, и она практически всех одинаковая. А какая? В основном это люди смущаются, на самом деле. Вообще люди в глаза очень редко смотрят, в принципе, далеко не все. А вот так вот, встречаясь взглядом, они просто отводят. Они смущаются. А чего смущаются? Смущаются того, что вот человек на коляске, им непривычно. Это жалость, да, человеческая, которая жалость, она всегда принижает. Если ты жалеешь человека, ты его перед собой в любом случае принижаешь. Так или иначе. Может быть, неосознанно. А вот эта жалость, она абсолютно не нужна. Помогать надо, да, жалеть нет. Ты чем? А сам к себе никогда вот этого чувства не испытывал? Если я себя буду там жалеть, если я буду себя там опущу руки, мне легче не станет. Зачем? Это абсолютно такое прям вот, говорю, деструктивное. Это разрушающее очень. Не зачем я себя буду разрушать, нет. Ты проводишь вместе с друзьями уроки в школах. Это уроки понимания инвалидности. Мы же, опять-таки, мы когда деток учим, мы говорим, что мы рекомендуем говорить вот так вот. Ты рекомендуешь Мы как? рекомендуем, мы просто, да, мы рекомендуем говорить человек с инвалидностью. И объясняем почему. Потому что, в первую очередь, мы говорим, что это человек, а вторая, есть у него определенный признак – инвалидность. Это так же, как человек с чемоданом, человек с карими глазами, человек в шляпе, человек с брошью здесь. То есть это человек, и у него есть определенный признак. Человек с инвалидностью. Это звучит, на мой взгляд, прямо очень комфортно максимально. Потому что слово «инвалид», оно мне не нравится. Оно не нравится никому, мне кажется. Человек с ограниченными возможностями, вот смотрите, вы можете там просидеть под водой там, 10 минут? Нет, без акваланга. Можете запрыгнуть на пятиэтажный дом? Нет, там, математическую там, контрольную по математике. Можете за 2 минуты решить, за минуту? Такие, нет, ну вот видите, у нас у всех есть ограниченные возможности. Понятно, да, мы все в чем-то ограничены. Какой еще вот актуальный момент? Актуальный момент очень у нас сердобольные люди, которые любят хватать тебя за коляску, хватать, Имеется помочь. в виду пытаться помочь? Помочь, Ну, да, просто пытаться не знаю, помочь. как. Ну, когда тебя человек пытается просто схватить. Ты пытаешься куда-то там заехать на какой-нибудь бордюр, поребрик, спуститься откуда-нибудь, и человек подбегает, тебя начинает хватать за коляску, и вы падаете вместе с ним. Просто я большой человек достаточно, физически сильный, и я могу дать отпор какой-то, то девочек очень часто хватает и очень часто роняют. И вперед выкидывают, потому что не умеют обращаться с коляской, потому что этому надо тоже учиться. В идеале, как правильно себя вести, если очень хочется помочь? Надо подойти, представиться лучше всего. Здравствуйте, меня зовут Слава. Извините, вам нужна какая-нибудь помощь? Если человек скажет «да», спросить, как я могу вам помочь. Просто и ненавязчиво. Я, как правило, соглашаюсь. Потому что люди нуждаются в том, чтобы дать им возможность кому-то помочь. У них есть такая потребность, я могу им ее дать. Они будут себя лучше чувствовать, и я буду счастлив. Ты говорил, что одним из стимулов, как-то стать более таким активным, выходить из дома, была потребность вот что-то отдавать этому миру. С этого все и началось. Вообще, в принципе, вся моя движуха, моя и спортивная карьера, и какая-то социальная активность, она и началась именно с этого желания. Так и не в этом ли секрет вообще счастья?
что когда ты чувствуешь, что у тебя с миром идет взаимообмен, и тебе нравится что-то, Так для отдаёшь каждого миру. по-разному. Для меня вот в этом, да, конечно, чтобы была вот эта вот взаимная такая конверсия, что ли, чтобы быть полезным, чтобы, ну, потому что вот это ощущение, что ты просто прозябаешь, и действительно жизнь проходит, вот мир где-то там, а ты вот где-то один в своей квартире. Я не очень люблю это слово мотивировать, воодушевлять, но я своим примером могу показать людям, что это возможно. Возможно кататься на вейке, возможно заниматься спортом, возможно кайфовать от жизни и счастливо сосуществовать с этим миром. Я вот очень много ездил и со школьниками, и с подростками общались, то есть, ну, прямо очень много. И я понимаю, что для меня это все замылено очень сильно. Мне это как бы вот это, ну, ничего такого сильно не делаю, там, героического, да, я просто живу, как мне хочется, как мне нравится и как мне вот кайфово. А для них это все-таки некие примеры, и живое общение, оно как раз-таки позволяет для них понять, что все-таки из любой практической ситуации можно найти выход, если не сидеть на попе ровно. Вот и все.